Карен Хачанов. Я блатную снимаю. Мы все не идеальны. Но все бывает первый раз. Ну какие у тебя есть слабости? Такой сложной микроволновки я не видел вообще. Жель. У меня больше диагноз был как перелом. Привет. Продолжает все болеть. Другой звезде эстафету передает. Хозяин барин, да? Сейчас попрошу. Такой же упрямый, как и я. Ты загораешься и ругаешься. Я добрый. Тут проснулся? Живот сидит. Доброе утро. Кому кофе? Нет, тут рядом хорошая кофейня, прям реально. Ну, я все время ищу хороший кофе. Я нашел 2 в городе. Причина, можно, пожалуйста? Причина? У меня такое ощущение, что меня вплотную снимают. Что после Майами? После Майами, слушай, сначала хотел заехать на пару дней в Дубай. Ну, детей увидеть. Прям прилететь давно. Я знаю, там много домов таких было, но они все подальше были. Они отсюда 18 минут. Тут еще есть поесть. Это сэндвич хороший. Can we have 2 cappuccinos? Thank you. Между Коачеллой и Индио. Everbloom. Кофе. Вообще тоже офигенная кофейня. Ну, даже не знаю, там даже, по-моему, еще мне чуть больше понравилось. Ты обычно капучино берешь в стандарте? Ну, я все время, да, или капучино, я латте обычно беру, но опять же, я знаю, что многие кофеманы говорят, что, типа, когда ты берешь латте, невозможно почувствовать вкус кофе, потому что, ну, много молока. Но я все равно, понятное дело, чувствую, в смысле, налил какаху какую-то, ты, понятное дело, почувствуешь. С ланчбоксом. Райса, вот и мы. 5 минут. Ну, как бы, 5 туда, 5 обратно. Зато кофе привезли вкусный. Слушай, ну мне нравится. Мы уже снимаем. Все снимаем? Карен, привет. Привет. Мы знаем, какой ты теннисист. Мы знаем твои сильные стороны на корте. Точно? Ну, догадываемся, скажем так. Но сложилось такое ощущение, что какой ты человек за пределами корта, мы совершенно не понимаем. И есть ощущение, что ты не совсем впускаешь в свою личную, персональную жизнь. Почему? Я плохо искала? Либо ты достаточно закрытый? Нет, может быть, это и правда. Но таких интервью нет. Я, в принципе, их не делал. Как сказать, я сам себя знаю. Так, а люди не знают. Наверное, таких запросов не было. Ну, давай попробуем разобраться. Узнать меня побольше. Да, я попробую покопаться, и если будут какие-то границы переходить, ты меня мягенько останавливай. Карен Хачанов на корте и за его пределами – это 2 разных человека? Нет, я бы сказал, что я стараюсь, в принципе, быть самим собой и таким, каким я в жизни, передавая это, в принципе, на корте, ну, как примеры и для детей, и для подрастающего поколения. Ну, я сейчас вижу вот какую-то маску, Карена образ, вот так, знаешь, такого идеального теннисиста. У тебя... Как сказать, мы все не идеальны. Ну, какие у тебя есть слабости? Вот как у человека. У меня их нет. Скромность это одна из моих слабостей. Наверное, отнесем ее. Не, ну есть, конечно же, какие-то, наверное, все равно страхи, переживания, они у всех людей есть. То есть даже если ты, не знаю, профессиональный спортсмен, стараешься добиваться каких-то результатов, но все равно какие-то вещи, конечно же, есть за пределами. Все мы люди. Самая важная черта, то, что никогда не оставлять
какие-то вещи необсужденными, то есть всегда надо их проговаривать, обсуждать, потому что в конце концов они будут накапливаться и, не знаю, в течение какого-то времени просто, ну, всплывут лучше. То есть в конце концов ты сам себя не обманешь. Ну, то есть свой мозг. Ты когда вот об этом сам с собой разговариваешь, ты с этими мыслями делишься с кем-то, либо это просто внутри тебя такие диалоги происходят? В основном с Вероникой. С Вероникой, ну, у меня есть, опять же, как психолог, можно сказать, тоже с которым, понятное дело, я работаю уже там 3 года, да, это 4-й год. Но в основном, конечно же, такие, наверное, внутренние переживания в основном с Вероникой. Ты с психологом работаешь именно над теннисными моментами, либо с тем, что выходит за пределами спорта? Нет, с психологом только насчет тенниса, потому что, ну, слава богу, у меня в жизни Все в порядке. Все хорошо, в личной жизни, ну, в семье, то есть все, ну, то есть поэтому тут никаких, как бы, переживаний нет. Я хочу про травму твою поговорить. В прошлом году, которую ты получил, и ты не играл несколько месяцев, пропустил травяной сезон. Можно ли говорить, что это с теннисной точки зрения был один из самых сложных моментов в твоей карьере? Да, наверное, потому что у меня, в принципе, такого формата травмы не было вообще, то есть за всю мою карьеру. Какой диагноз? Это стрессовый перелом? Ну, у меня как бы два в одном было. Травма у всех футболистов, ну, у многих спортсменов, связана с приводящими мышцами, то есть с тазобедренными суставами. То есть, ну, такая вот глобальная проблема, которая начала появляться еще после Австралии, которую я отыграл хорошо в том году. И вот постепенно у меня все ухудшалось, и как бы, ну, я играл там на таблетках, и, ну, то есть, по факту, сам себя хуже делал в какой-то момент, да. И вот на Ролан-Гарросе такой был момент, когда уже дискомпенсировал полностью, наверное, свое тело, и поэтому случился, ну, не стрессовый, там как бы мне больше диагноз был как перелом. В крестце, то есть это чуть ниже поясницы, и с правой части, то есть, соответственно, на той же стороне, где у меня, в принципе, все и началось. Ну, то есть, та же нога, то есть, поэтому, ну, 2 травмы было в один момент. Какой был промежуток времени, когда ты вообще не брал ни ракетку, ничего? Потому что, насколько я понимаю, главное восстановление – это отсутствие спорта, да, как такового, тенниса. Как бы со спиной были одни рекомендации. С первой травмой вообще другие. Но без одного второй ты не можешь вылечить. Поэтому как бы снежный ком. Процесс был чуть дольше из-за этого. Потому что сначала надо было, ну, то есть вообще ничего не делать. То есть я мог там делать веса на верхнюю часть тела. Но, в принципе, никакие движения со спиной связанные, подвижные какие-то упражнения я не мог делать. Ну, то есть 7 недель было вот, ну, без тенниса, без всего. Потом потихоньку начал тренироваться в бассейне. Ну, там первый этап был, по-моему, на протяжении недели. И потом уже, ну, вот спустя, да, 7-8 недель начал в зале и потом на корте. А в бассейне ты тренировался, чтобы нагрузки немножко, да? Ну да, там получается сколько там процентное соотношение твоей массы твоего тела, то есть многие спортсмены начинают восстановление всегда в бассейне. То есть, тебе позволяют делать какие-то упражнения, то есть под меньшим, получается, давлением на тело. Ну и так вот постепенно, то есть переходил уже на корт, но потом столкнулся с первой проблемой, то что у меня та травма, как бы сделал повторный МРТ, все, там кость срослась. А тут, получается, продолжает все болеть. А ее без движения, наоборот, как бы не залечить. То есть все равно нужно было чуть подвижности, и поэтому это все заняло гораздо дольше. Было страшно в этот момент? Было страшно, но я бы не сказал, не знаю, я как-то, я говорю, верил и с позитивом смотрел на это. Хотя, ну, тренера и команда на самом деле были очень сильно обеспокоены. Ну, то есть, например, там у меня тренер по теннису, он вообще думал, что, может быть, я до конца сезона не восстановлюсь, и там, как бы, типа, часть сезона на смарку, как бы, хотя в тот момент, там, в гонке я шел в топ-10. То есть, ну, не знаю, больше, наверное, переживаний у них было. Я думал, что мы найдем какой-то вариант, то есть, опять же, разных врачей, которые, может быть, как-то подскажут, что можно сделать, чтобы ускорить процесс восстановления. Восстановился ты достаточно быстро, и титул после этого выиграл. Мы об этом поговорим. Мне интересно, знаешь, что день без тенниса для Карена Хачанова, он тебе комфортен? Потому что, мне кажется, многие теннисисты в панике находятся, когда у них нету тенниса, они не знают, чем жить. Ну, честно скажу, это я просто вспоминаю время, когда началась ковид, да, эпидемия. Ну, день принадлежит тебе, делаешь, что хочешь. Конечно же, ты дома с семьей,
То есть, ну, не представляешь такой день, потому что у нас, ну, теннисистов вообще все по расписанию. То есть, там, начиная от завтрака, тренировка одна, вторая, потом переезды. Так, ну-ка снимаем маску вот Нет, эту, правда, потому что хаос. ты все время опаздываешь, у тебя не по расписанию. Ну, это хорошо, это согласен. Все время опаздываю, но этот тайминг опоздания, он заложен в мой тайм-менеджмент, поэтому как бы проблем нет. У тебя? У команды есть? У меня нет, да. Ну, команда привыкла уже, все меня знают. Близкие люди меня знают. Я встаю такой, что я сегодня делаю? Там, в 9 встал, в 8 встал, потом в 10 встал. Никто не знал, когда мы вернемся назад к соревнованиям. И каждый раз это все откладывали, меняли. То есть, и я продолжал тренироваться там, вот как я тренировался обычно. Я что-то чуть с ума сошел, начал каждый второй день бегать по 10 километров. Сказал команде, что я пойду марафон бежать. Ну, короче, шарики за ролики ушли в один момент, но в плане времени, вот провождения с семьей, то есть, ну, там, 3,5 месяца я прям каждый день, да, ежедневно был дома. То есть, это большой контраст с тем, с той частью жизни, которая у меня, в принципе, сейчас есть, да. Совсем противоположный, так скажем, образ жизни. И это было тебе комфортно? Было комфортно, но, понятное дело, я себя не вижу просто лежа на диване. То есть, это здорово сделать там неделю, 2, 3, ну, то есть, когда ты вот отдохнешь от хаоса, так скажем, да, переездов. Но, конечно же, так постоянно делать, ну, перебор. Возвращаясь к травме, то есть, ну, вот примерно я говорю то же самое. То есть, мы были в Барселоне в этот момент, лето, море, ну, то есть, грех жаловаться, да, и я старался найти позитивные моменты, плюс у меня второй сын, вот прям на подходе был рождение, то есть, смог быть дома в первой неделе до рождения, то есть, это тоже очень важно, поэтому... Ничего не пропустил? Да, ничего не пропустил, ну, то есть, так как случилось, значит, так должно быть. Карен, ты живой? Полу. Ну, мы очень интенсивно, да, тренируемся сейчас эти дни до Майами, и поэтому просто устал. Честно, так я, видишь, все равно улыбаюсь. Ну, ты всегда пытаешься держать Стараюсь, лицо. да. Слушай, вот это моя любимая часть, когда вы с болельщиками общаетесь. Okay. Я? Okay. Thank you. Yeah, soon on the sun. Thank you. Thank you. Oh, yeah, it's yours. Чуть фломастер не стырил. Расскажи про команду свою. Ведрон — это первый тренер по теннису, второй тоже Пепо Клавец, испанец, с которым у меня уже 3,5 года, почти 4 работаю. Анте Боначич — это фитнес-тренер, и 2 физио. Вы его называете Антоха? Он представился, да. Антохой. Да, по-русски, да. И Милош — физио, один из них, и второй — это Алекс, тоже второй физио из Испании. Ну, они меняются, то есть понятно. У меня большая команда, да. Но Вердон чаще всего с тобой на турнире? Нет, они примерно, ну, может, чуть-чуть, там, на пару недель делят больше. Год пополам, да? Да, ну, плюс-минус, там, может быть, 60/40 или 55/45%, так скажем. Слушай, а ты же, наверное, сербско-хорватский понимаешь? Ну, чуть-чуть понимаю, но да. Слово на букву Е ты повторял. Да, но лучше ее не повторять, да. Лучше это слово не повторять. Цензурированная как бы история. Да, я в Сплит вот приехал еще в 16,5 лет. Ведрон был один из первых тренеров. То есть жил там сколько, 1,5 года, поэтому чуть-чуть понимаю. Слушай, Сплит прекрасный город. Да, вот я с того времени там и не был, 10 лет уже. Ничего себе. Да, то есть, получается, сейчас у тебя Барса и Дубай? Ну, Дубай в большей степени, потом Барса, да, и в Москву прилетаем, как бы, когда получается, то есть там, не знаю, пару недель, может быть, месяц в году, так скажем, общими кусками набираем. Карен, что ты делаешь сейчас? Ну, Зачем? Объективно, заминку чуть-чуть. И сколько ты так крутишь? Ну, минут, не знаю, 8-10, наверное. Ага. И что это позволяет тебе? Мышцы расслабить? Ну да, после тяжелых тренировок, так скажем, когда агрессивные тренировки, там, спринты и все, более на интервалы мы работали, то есть на скорость. То есть сейчас, ты можешь как делать разминку на велике, так и заминку, то есть медленно, спокойно крутишь, и да, мышцы, как бы, так скажем, восстанавливаются.
такие интенсивные тренировки вы можете делать и между турнирами? Потому что в моем представлении вся нагрузка – это обычно предсезонка. Ну, я бы сказал, предсезонка и летом, наверное, вот обычно после Уимблдона, когда есть время, тоже там недели 2-3 перед американской серией. То есть такие 2 раза в год основные блоки тренировок. Но опять же, тут почему сюда все приезжают с командами, полными командами, потому что, опять же, смотря как ты играешь Индиан Уэллс, если ты его играешь там почти до конца, понятное дело, у тебя времени почти нет до Майами, там буквально, не знаю, 5 дней перелететь, тоже там 3 часа разница, акклиматизация маленькая. А если ты не очень хорошо играешь, то у тебя, в принципе, 2 недели. И у меня вот сейчас по факту было после моего матча 2 недели, то есть, соответственно, там я отдохнул день, вот сейчас мы делаем тренировочный блок, такой более опять интенсивный, плюс потому что потом сразу же после Майами турниры на грунте начинаются, то есть там почти нету перерыва. И как бы эта вот, ну, нагрузка сейчас, она в принципе уже, можно сказать, вплоть до конца Ролан-Гарроса будет. Ну, мы до конца этой недели так, в принципе, интенсивно работаем, и уже там, когда прилетаем в Майами с воскресенья, мы уже там больше фокусируемся именно на теннис, на игровую, то есть там с соперниками играть там всякие сеты, то есть очки, то есть, ну, уже более вот именно перед матчем. Подготовка. Ты сейчас со мной так спокойно разговариваешь, рассказываешь мне про тренировки. А можно представить Карена Хачанова, который бесится во время вот тренировочного процесса, что ты прям, знаешь, материшься, тебе не получается, там кидаешь ракетку? Ну, это чаще бывает, наверное, вот как раз, когда очень сильно устаешь. Ну, голова, так скажем, не так хорошо работает и соображает в этот момент, потому что ты под нагрузкой, и мы делаем там блок из 6 дней, вот, например, там на 5-й день ты уже все такое не можешь, ну, ничего делать, ты не попадаешь в корт. И что, ты потому прям что уставший. Ты прям ругаешься, да? Бывает. Ну, конечно, я стараюсь этого не делать как можно меньше, но потому что все равно ты же должен понимать, что это из-за чего. Не просто потому, что ты не попадаешь, а это, ну, есть факты, да, из-за чего ты устал, тело устало, ты менее быстрый, ты все равно должен быть свежим не сейчас, а там, например, через 3 недели, к Австралии, например, да. Ракетки стараюсь уже реально последние, не знаю, сколько лет, то есть очень редко бывает. Когда ты последний раз разбивал ракетку? Ломал, наверное, в том году в Барселоне на турнире. Травма моя началась с Австралии, и которая мне не позволяла там, не знаю, себя чувствовать в полном порядке. И вот у меня вот так вот волнами какие-то турниры было больше болело, какие-то меньше, и это очень сильно, понятное дело, тоже отвлекало и напрягало. И вот в Барселоне там было тоже какие-то условия погодные были непонятные, то ветер, то ураган, то дождь, то солнце, и с Эвансом я играл, и еще его игра меня очень сильно раздражает. И там вот я психанул, да. Можешь после такого извиниться, если ты там кому-то накричал, нагрубил, либо конечно, просто в команде всегда делаете вид, что ничего не было? Когда есть какой-то, не знаю, даже маленький конфликт или недопонимание со всеми людьми, не только как бы с командой, а просто даже, ну, и с друзьями, и в семье, и везде. То есть, конечно, всегда нужно проговаривать и обсуждать. А так, чтобы все пошло на самотек, мне кажется, ничего хорошего может из этого потом в долгосроке не вылиться. Верден строгий тренер? Он сам по себе строгий. Наверное, в тренировочном процессе на корте, да, он там выглядит даже суровым. И, там, мы его так называем, как генерал, можно сказать, в команде. Но при этом, понятное дело, за пределами он также очень добрый, очень душевный, ну, очень хороший человек. Если ты опаздываешь на тренировку, ты опаздываешь всегда на тренировку? Опаздываю. Это моя главная проблема, наверное. Не знаю, это, наверное, вопрос, наверное, какой-то дисциплины в какой-то степени. Я это сейчас тоже об этом задумываюсь и потихоньку пытаюсь исправить. Но глобально, не знаю, я просто не стрессую. То есть я, опять же, урезаю время у себя, да. То есть, например, если я опоздал на разминку, то есть у меня разминка меньше будет, то есть я по факту себе хуже делаю. Но у нас на корте не зря же есть такое правило, что если ты 15 минут не появишься на корте, то у тебя, ну, walkover, неявка. Да. Вот эти 15 минут, наверное, у меня так в мозгу и отложились. Но на матче же ты не опаздываешь? Ну, меня тоже бывает, ждут. Серьезно? Ну, как перед ждут? выходом Нет. прям на Ну корт? да, ну, опять же, там, пару минут это тоже, но телевидение давит, не знаю, в чем, какой стресс, зачем стрессовать так от того, что мы выйдем на минуту, на 2, на 3, на 5, позже ничего не случится, то есть, ну, опять же, матч без нас не начнется, правильно? I always believe in myself, you know, but there are always ups and downs, and sometimes when you have that great result, it just shows you what you're capable of, and then
you start to believe more and more. So I just hope to continue that way and to grow as a person and as a sportsman. Yeah. Gets the back. Great control again from Hasanov. Good moving from the 6'6" Russian. Как формируется команда у тебя? Кто ищет? Допустим, тебе нужен кто-то в твой коллектив. Сам ты ищешь, просишь агента это сделать, либо, не знаю, тренера. Вот как формируется конкретно состав? По-разному, смотря какие, ну, как сказать, идеи взбредут в голову. То есть в основном это будет от тренера до агента. Иногда могу сам также поспрашивать, ну, то есть в туре, там, если что-то будет нужно. Но, в принципе, команду формирую я сам, по факту. Советуюсь, да, с агентами, наверное, в основном. Ты вернулся к Ведрену, с которым начинал свою, можно сказать, профессиональную карьеру, да? Я уже давно вернулся. Ну, понятно, но мне просто интересно, что ты, получается, с Ведреном работал с 15 это мой вот был первый тренер, когда я уехал, в принципе, из Москвы, да, вот, ну, за границу тренироваться, то есть было мне, да, 15,5, да, где-то там. А вы проработали энное количество лет. 2,5 года. 2,5 года. Потом ты переехал в Барселону, тренировался у Гало. Да, 3 года. И потом ты опять вернулся к Ведрену. Это такая... 2 года с Ведреном. Потом очень... опять 2 года без Ведрена. И сейчас уже 2,5 года. И, надеюсь, до конца с Ведреном. Вот это такая нетривиальная история. Потому что игроки часто, когда они расстаются с наставником, они расстаются прям так раз, и все. И разошлись, и порой прям такие, знаешь, взгляды бросают друг на друга. Не, ну тут чуть другое. Тут, опять же, он один из моих, так скажем, первых наставников, которым я очень, максимально доверяю. Ну, я не раз говорил, что мне очень важны человеческие качества, да, и как бы Ведрен, он меня знает вот с 15 лет, грубо говоря, я приехал тинейджером еще в Сплит, то есть там начал жить один. Он был один из моих таких первых тренеров за пределами России, то есть иностранный тренер, тот там тренировал Горана в свое время, ну, то есть я-то в таком был ажиотаже, понятное дело, и с тех времен, то есть мы, в принципе, даже когда прекращали работать, то есть мы не прекращали общаться, он продолжал. То есть вы не ссорились, когда вы расходились? Нет, там были моменты, там, не знаю, то у него по семейным обстоятельствам он не мог ездить именно вот в первый раз. А второй раз, когда мы опять начали после окончания с Гало, просто он такой человек, он от 0 до 100. То есть, вот он или был момент, когда не ездил, а потом начал ездить и из 52 недель отъездил 40. Ну, то есть, конечно, опять же, с семьей тяжело, у него тоже жена, 3 ребенка, поэтому опять он как бы себя полностью вот отдает, постоянно там размышляя, думая, он такой у нас как мозг команды, он инженер, он по складу ума инженер, вот реально. И вот он, в принципе, все продумывает, делает, занимается. 15-16 лет достаточно сложно найти высококлассного тренера, мне так кажется. Горан Иванишевич был подопечным Ведрена, как ты сказал, и все-таки человек с таким именем, не всегда возьмется за 15-летнего подростка. Ну, он после того, как тренировал Горана, тоже прошло какое-то количество времени. Он помогал там Петре Мартич, в женском туре, помогал еще там нескольким теннисистам, чуть ниже стоящим и там юниорам, то есть и в принципе не ездил больше вот после Горана, потому что у него тоже как раз родилась первая дочь, потом еще двое сыновей, то есть и он в принципе был в основном дома, то есть у него вот такой, мне кажется, появился интерес полностью взять игрока молодого, как меня, да, в 15 лет, и вот попробовать его привести куда получится, так скажем. Получилось неплохо. Ну да. Все вот так вот срослось, ему стало интересно, он захотел, да, опять ездить, в принципе. То есть, видимо, в тот момент и период времени, который он побыл дома, он был не против опять начать вот так вот путешествовать. Как тебе получилось все-таки и финансово тоже интересы Ведрена закрыть? В тот момент у меня, я же говорил не раз, у меня дядя мой был моим, как бы, так скажем, главным спонсором. Он помогал, и вот с 14 лет до 20 он меня, в принципе, сопровождал, я меня сопровождал и поддерживал финансово. В принципе, он нашел через агента в тот момент тренера, который тренировал высоких теннисистов. Серьезно? Типа такого, да, такой запрос был. Это была теория Александра, что что вот нужен подход, да? Да, какой нужен подход вот к такого формата игрокам. В 2019 году ты давал интервью и рассказал о том, что помощь твоего дяди это не было меценатством, что тебе было очень важно вернуть
деньги, да, которые были вложены в твою карьеру. Почему было для тебя это так важно? Я понимал, что я ему благодарен, то есть очень много было в меня вложено, и понятное дело, что если я реализовываюсь и выхожу на самоокупаемость, то такое чувство, что как будто ты все равно должен. Я вот думал и понимаю, что это, важно, то есть поэтому хотел, в принципе, все отдать. То есть я с 20 лет вышел на самоокупаемость, и после этого потихоньку год за год, наверное, за два. В 2016 году, когда я выиграл первый турнир в Китае, ATP, и в тот момент, то есть уже начал, понятное дело, больше зарабатывать в плюс. То есть были доходы до этого, но они были не такие, да, большие. Первый тогда AMG у меня был, там с часами Радо я подписал, с ракетками. То есть какие-то суммы были, но понятное дело, что они не покрывали весь год. Ты сам себе режиссер, ты сам выбираешь, какого тренера ты берешь, сколько ты будешь платить, насколько большую тебе команду привозить, сколько раз в год, как летать. И расходы очень сильно варьируются. Угу. Тоже про команду. Вот у Андрея Рублева, нашего доблестного друга, такая схема. Андрей Рублев не заключает контракты с членами команды. У него все на добром слове. Честно? Нужна ли тебе бумажка с росписью, с контрактом? Вообще нет. То есть, на самом деле, у меня, как говорится, на честном слове, руку пожал, все, значит, ты договорился. Но кому-то, может быть, из членов команды это важно. То есть, у меня так и есть. У меня с кем-то есть контракты для банка, для, компании своей, то есть, да, чтобы были переводы, то есть им важно показать, то есть все равно, где они работают официально, да, то есть если они работают на себя, то есть, все равно откуда даже доход есть, то есть я думаю, это больше с этим связано. Я сдержу, свое слово и все сделаю, то есть мне, в принципе, контракты не важны. Андрей говорил, что содержание команды в год начинается от 800 тысяч евро. Понятно, видимо, чем человек лучше играет, чем лучше играешь, тем больше бонусы, да, в принципе. И расходы в том числе. Расходы в принципе, наверное, на бонусы, в основном. То есть расходы это, в принципе, у тебя также. Ты ездишь одинаковое количество времени, но если чем результативнее ты играешь, тем, получается, больше ты зарабатываешь, тем больше ты по факту отдаешь. Бонусы, они обговариваются в начале сезона, либо они не меняются по ходу всей карьеры? Да, опять же, у всех разные запросы. Поэтому они очень сильно также, наверное, варьируются. Мне тяжело сказать, я не знаю, какие договоренности у Андрея, какие у Дани, какие у других игроков. Да. Все равно это более, наверное, такой личный момент с членом твоей команды, с тренером. То есть, зачем это выносить за рамки. То есть, во-первых, то, что даже они, получается, получают, да, может быть, они не хотят, чтобы это все знали, да, сколько они получают. То есть, начиная от этого, мне кажется, это просто некорректно. У меня, у Дани, у Андрея, у нас, с командами другие отношения. Чуть ближе, чем... Да, чуть ближе. И, опять же, все тренера нас ведут с раннего возраста. Реально через многое прошли, и поэтому у меня тоже тренер, получается, оба из них, они из поколения моих родителей, то есть и в то время, не знаю, ты вообще не мог ничего сказать, ты против слова тренера. Вообще, тоже в школе учитель всегда прав. Это отношение, то есть это такая, скажем, формула мне нравится. Но, понятное дело, с чем-то я могу быть не согласен, а я бываю часто с чем-то не согласен. То есть, друзья, работает вот так вот. Но на самом деле переворачиваем ситуацию. Я всегда прав, но... Хозяин-барин, да? Да, поэтому мы каких-то вещей мы можем также, понятное дело, обсудить. То есть, я имею в виду, это что касаемо тенниса, но без каких-то оскорблений. Конечно, Карен, смотри, ты, допустим, хочешь играть этот турнир, какой-то. Тренер говорит, что не надо, тебе лучше отдохнуть сейчас. Ты поедешь все равно его играть или нет? Я сейчас не беру эти все истории, это нормально. Такой момент, постоянно у нас происходит. Я не знала этого, честно, это просто пример. Нет, я не говорю про бонусы, про когда игрокам платят за приезд. Просто ты хочешь, ты чувствуешь, что прям хочется тебе играть этот турнир. А тренер говорит, нет, Карен, давай потренируемся. Я считаю, что в данном случае ты, наверное, должен прислушиваться, к
к своему вот этому внутреннему голосу и к своему физическому, наверное, состоянию. То есть бывало часто, не только у меня, а просто, знаешь, там, наоборот, тебе все говорят, ну, не надо ехать, ты приезжаешь и выигрываешь турнир. Ну, или хорошо его играешь, например. Ну, и по факту ты доказал обратное. Один есть план графика, вот, который ты составил, да, с командой. И есть какие-то вот моменты, когда ты можешь что-то, чтобы пошло не по плану, как дополнительный турнир. Поэтому никогда не знаешь, как он обернется, и надо прислушиваться, в общем, к себе. То есть все равно последнее слово за тобой. Конечно. Нет, да, он может быть не согласен, весь мозг проесть тебе, что ты не прав, но в итоге, если ты поедешь и, не знаю, допустим, хорошо сыграешь, то по факту нельзя тебя упрекнуть в этом. А если плохо сыграешь, ты можешь признать свою ошибку, что да, ты был прав, не нужно было сюда ехать? Конечно. А какой-то пример из последних турниров, которые ты хорошо сыграл, но тебе рекомендовали, допустим, его пропустить? В том году в конце года из-за того, что я пропустил все лето, то есть 3,5 месяца почти, то есть я прям играл все турниры подряд в конце года, там, не знаю, 7, по-моему, турниров. Очень много подряд у нас и азиатская серия была, потом опять сразу же в Европу, перелеты. И вот я бы, например, может быть, и пропустил бы Токио, который в итоге сыграл не очень, ну, реально, вообще не очень. То есть, где, в принципе, мог пропустить и как раз приехать подготовиться к Европе. Ну и последний турнир я проиграл в четвертьфинале. На последних морально-волевых силах, да. То есть, тоже, ну, не все складывалось так хорошо. Но, опять же, у меня все шло в плюс, все очки. То есть, из-за того, что я всего, в общем, турниров сыграл, по-моему, 17, что ли, или 18. Поэтому я сказал, что давай уже, не знаю, добьем этот турнир и все. Ну, то есть, ну, и тренер со мной согласился, говорит, ну, если ты так чувствуешь, давай, поехали. Spits, but you come a young back. Numbers ran up, had to put it with the chaps. Realest in the city, in my record, a fact. But your man's only chat when he do it in the raps like my shot go lost and don't really care what it cost them. You don't wanna cost them. My lifestyle awesome. I ain't decided my girl wanted to, so I butt them. Pop to the sky with the one up, I'm blessed. I'm young, rich and black, so you know I'm a threat. Américain, hein? Et toi? Français? Français, pas mal. Pas mal. Gilles, Les bleus. Gilles. Les bleus. Strong. Crazy guy. ATP Cup. 20, You miss 2021. 2020. 2020? Yes, 2020, yes. It You was missed, crazy time. Was Huh? nice, huh? Yeah, it was With amazing. Marat. I like this time. Карен, Жиль Сервара прекрасен, но что произошло на ATP Cup? Ничего особого не произошло, нет, честно. Просто был классный турнир, в котором участвовал Даня. Получается, первый год был Даня, я и капитан у нас был Марат Сафин. Поэтому просто было классно, весело увидеть его в роли капитана в другом амплуа. Вот по этим хитрым глазам. Не, просто как бы с таким Что-то там было. Спортсменом, который топовый теннисист, игрок. Вот они и встретились. Нет, другой звезде эстафету передаю. Нет, после матча. Было классно, интересно, новый турнир. Увидеть, я говорю, Марата в виде капитана, какие-то подсказки. Ну, просто, я говорю, какие-то такие вещи, которые, не знаю, ужины, времяпровождение вместе. То есть, конечно, узнаешь по-другому людей, проводишь с ними время больше. И вот и все, наверное. Вот, не знаю, надо у Жиля больше спросить, что он имел в виду. Ну, видимо, ему было Хитрыми глазами. Да, видимо, ему очень это понравилось. Да. Ты будешь матч Дани смотреть сегодня? Не знаю, смотря сколько времени будет. 6 часов играет на Бифо. Может быть, да, я не знаю, пока какие планы. Я вроде на сегодня вот чуть закончил тренировочный процесс. Сейчас буду делать восстановительные процедуры. Есть. Нет, сначала холодные эти айсбасы всякие, и потом уже кушать. Паста? Айсбас. Нет, есть ты кушать? Пасту? Если честно, я уже тут все перепробовал, наверное, да, углеводами заряжаться надо. Кому-то можно углеводы, кому-то нет. Всем можно. Нет, не всем, к сожалению, углеводы. не всем. Magnificent for Karen Khachanov, his first title in 5 years. Сезон прошлый сложный, травма, но после возвращения титула в китайском Жухае
вау. Ты вообще, когда туда приехал, на что рассчитывал? Понимал, что после такой травмы и такого перерыва ты можешь реально бороться за титул? Ну, я понимал, что мне надо прежде всего прийти в форму, то есть физическую, да, чтобы у меня ничего не беспокоило после травмы. Конечно, вот и был как раз страх, вот, наверное, в этом основной, в том году. Вот у меня был, ну, большой вопрос, наверное, в том, чтобы вот вернуться именно на тот уровень физический до травмы, да, до конца Ролан-Гарроса. А в тот момент у меня задача была, да, вернуться. Сначала ты играешь эти сеты на тренировках, потом ты это все переводишь в матчи. То есть, ну, это такой реально долгий процесс, начиная от травмы, когда ты просто лежишь, ничего не делаешь, и вот как тебе вернуться в форму, и потом еще, будучи в форме, начать играть турниры и еще и выигрывать. Ну, у меня до конца года еще 10%, наверное, побаливало. После тяжелых матчей, например, у меня там тянуло все равно все, то есть пресс, вот внутренняя поверхность бедра. То есть все равно были какие-то болевые ощущения, но мне кажется, что я настолько привык играть с этими болевыми ощущениями первую часть сезона, что я просто не обращал на это внимания, в принципе, и играл. В какой-то момент я тоже понимал, что мне надо, чтобы у меня тело привыкло к матчам, потому что одно дело – это тренировочный процесс, даже если не брать травму во внимание, сколько бы мы ни тренировались в предсезон, выходишь первый матч в сезоне, 1,5 часа игры, у тебя все забито, ну, потому что там все равно давление, стресс. И ты такой, я тренировался по 6-7 часов, как у меня все забито после первого матча. Поэтому вот эти долгие паузы именно без турниров, они сложнее всего вот именно обратно влиться вот в этот поток турниров, наверное, в игровой процесс. Можешь сравнить сезоны 21 года, 22 и 23? 21 год, если, Карен, ты забыл, у тебя Олимпиада. Давно уже было. И серебро Олимпиады. В 22 году у тебя полуфинал как раз US Open, но, кстати, без титулов получается. Это первый твой полуфинал был на шлемах. В 23 году у тебя травма, но титул и полуфинал в начале года Австралия. Вот какой из этих сезонов ты бы взял, обнял бы так и сказал: люблю тебя, сезончик мой? Я бы сказал, наверное, 23-й. Несмотря на травму? Ну, а как? Ну, я не могу ее как бы вычеркнуть, ну, грубо говоря, да, она была, но именно я имею в виду, если мы говорим про результаты, про стабильность, то есть про все, вот, и начиная как раз с 21-го, наверное, Уимблдона, когда я сыграл четвертьфинал, потом серебро Олимпиады, и вот как бы вот с этого момента я начал прогрессировать и, в принципе, вот, так скажем, находить себя. Существует ли зависть в теннисе? И испытывал ли ты когда-нибудь это чувство? Нет. Ну, оно, наверное, есть, имеется в виду, но я независимый человек. Это как бы тебя мотивирует, то есть становиться лучше. То есть конкуренция, она нужна. Получается, твои лучшие, самые близкие друзья, Даня и Андрей, они, да, близкие люди, вы росли с детства, но тем не менее, вот они рядом, и они конкурируют, по сути, с тобой. Как себя обезопасить от того, чтобы не испытывать? Все равно, наверное, с возрастом мы становимся мудрее, я надеюсь. Растем, становимся, да, у всех все равно уже потихоньку свои семьи, у всех большие команды, то есть все уже все равно чуть больше, наверное... Отдаляетесь немножко, не да? то чтобы отдаляемся, это, наверное, по спортивному больше как раз. Когда мы были моложе, например, там, не знаю, 20-21 мы поднимались, эта конкуренция, она была, но все, наверное, не думали так много про себя. То есть сейчас все равно каждый вот ищет свои моменты, то есть и это, ну, как бы нормально. Очень хорошо помню, вы играли Кубок Дэвиса в Владивостоке, приехали за неделю. Это какой год был? Ой, это было давно. 2015? По-моему, похоже на то. Вы еще с Андреем были совсем птенчиками такими. Не 19, ему, по-моему, 18 было. Вы приехали заранее со сборной, но каждый понедельник начинался с того, что вы бежали, смотрели рейтинг друг друга и сравнивали, кто на какой позиции. Серьезно? Это было при мне, да, я была пресс-атташе сборной, это было дико смешно, то что вы прям в бешеном порядке вот так вот проверяли. Ну, мне кажется, мы еще это проверяли из-за того, кто будет играть, мне кажется, вот в тот момент. Может быть, я не знаю. В тот момент, потому что мы, получается, были в команде, но на тот момент мы были, получается, как, по-моему, если не ошибаюсь, 3-й, 4-й номер. И поэтому, я думаю, может быть, еще из-за этого мы проверяли, кто из нас стоит выше, чтобы понимать, кто будет играть. Вот я сейчас вспоминаю, я не помню, я вообще не помню этого момента, если честно. Ну, я прям... Чтобы мы смотрели, да, так проверяли. Да, ну, опять же, я помню, Андрей вообще сказал один момент,
что он проверяет рейтинг только тогда, когда он хорошо играет. Потому что, типа, когда не очень, то смысл проверять. Ну, то есть ничего не поменялось, ну, в принципе, логично. Я знаю, что у вас есть какой-то чатик в WhatsApp. Не буду спрашивать, что там вы друг другу пишете. Но ребята, и Жень Донской, и тот же Рубль рассказывал, что ты очень инициативный, что ты многие вещи прям пушишь, ну, в хорошем смысле этого слова, что ты там впрягаешься за, может быть, молодых ребят. Что можешь рассказать про этот чатик? Что вы там обсуждаете? Чат называется «Рубль идет на ужин». Потому что то ли как пару раз, когда мы собирались на ужин, Андрей как раз не мог. И поэтому мы сделали чат, что Рубль обязательно идет на ужин. Ребята всегда придерживались одного мнения. Говорят, мы там что-то обсуждаем, говорит, Карен, как скажешь? Я говорю, а что, почему я решаю в итоге? Ну вот они так это видят. То есть разные были у нас инициативы. Вот я говорю, там, по поводу там, юниоров, ну то есть там какие-то вещи обсуждали. Ну по поводу сборной, вот мы там тоже, когда еще играли Кубок Дэвиса и все. Поэтому чатик еще пока живет. Нашла твою цитату, Карен. Я цитаты давал? Да, из интервью. Большая четверка была на голову выше остальных. Алькарас и Синер впереди, но не настолько. В чем ты лучше Карлоса Алькараса и Яника Синнера? Да. В чем я лучше? Угу. Ну, пока ни в чем. Но ты говоришь, что они впереди, но не настолько. Нет, это означает, что они впереди нас, но не настолько. Как Федерер, Надаль там, и Джокович, да, были впереди вас? Да. Я в этом имел в виду, что, ну, вообще, как не то, что даже нас, а вообще всех теннисистов, даже в свое время, когда там играли Цонга, Дель Потро, Бердах, ну, то есть Феррер, Давиденко, то есть я не буду там перечислять, там огромный лист был, да, топ-теннисистов. И они были вот прям, ну, почти во всех турнирах на голову выше, да, то есть это, в принципе, ну, правда. Выиграли вот за этот период времени все, что можно, да. Алькарас, Синнер, они, понятное дело, выделяются сейчас, там, Яник сейчас тем более вообще, да, с конца того года до этого турнира, ну, выдаю, да, нереальную серию, то есть, и это факт. И я, Андрей, Даня, мы играли и с Джоковичем, с Надалем, с Федерером и с Марием, со всеми. Опять же, я играл с Марием в тот момент, когда он был первым, а не вот последние года, да, после травмы. И вот это вот, ну, ощущение все равно, что, да, они очень классно играют, уровень и все, но он все равно не настолько выше, вот как был в тот момент в лучшие годы большой четверки. Ты из тройки Джокович, Федерер, Надаль, получается, обыгрывал только Новака. Как раз в Берси. Рафи проиграл. Да, Федереру 2 раза. Мы с ним играли 1 раз на Хопман Капе, на выставочном, 1 раз в полуфинале Хале. Угу. И, получается, с Марием я играл, наверное, тоже 1 раз, по-моему, да, вот я играл в этом, на Ролан-Гарросе, вот в 4-м круге. Когда вот он, по-моему, первой ракеткой был. Важно ли для тебя, как теннисиста, было вот поставить эти галочки, что ты там обыгрывал Федерера или Надаля? Для себя, внутри, да. Так, если брать во внимание, что ты 1 или 2 раза обыграл, наверное, нет. Важно, наверное, на какой стадии еще ты их? На какой стадии, то есть, опять же, что, ну, просто осознавать, понимать, что ты обыграл такого формата теннисиста и куда ты двигаешься дальше. То есть, это, наверное, как реализация самого себя. В чем хорош Алькарас? Ну, во всем. В плане физических данных, в плане тенниса, то есть вообще вариативности и того, как вот он играет. Он, правда, классный парень, вне корта, на корте. То есть, ну, все время улыбается, да, все время здоровается. Вот в этом плане он реально большой ему респект. Синнер противоположность, получается. Ну, Синнер, он такой, вот он более закрытый, он такой, вот он даже не итальянец, он реально австриец какой-то, ну, то есть он по менталитету, мне кажется. Он же, по-моему, жил там на границе, да, он говорит на немецком, ну, на итальянском, понятное дело, и он же лыжами занимался профессионально. Вообще ни разу не видел, что он ходил ужинать вот там с Береттини или с другими итальянцами, вот вне Кубка Дэвиса, например. То есть, как это делаем мы, например. Хотя, ну, он чуть моложе, понятное дело, чем другие ребята, но все равно, там, Музетти, вот он одного поколения с Яником, то есть я не видел. Я понимаю, что для многих игроков эта тройка, там, Надаль, Федерер, Джокович, была очень большой мотивацией. Ребята, Алькарас и Синнер, для тебя, человек, который даже старше, чем они, является таким же, ну, в хорошем спортивном смысле раздражителем? Ну, конечно. Ну, они... В
впереди меня, они показывают хорошие результаты, то есть оба выиграли уже, один выиграл 2 шлема, другой шлем. Конечно же, они как и соперники, и плюс моложе, то есть это уже следующее поколение, так скажем, после нашего, да, которое, в принципе, играет уже на протяжении, ну, достаточно долгого времени, да. Тебя это мотивирует также становиться лучше и понимать, что ты упускаешь, что ты можешь наверстать, то есть где ты можешь также улучшиться, то есть, ну, это, я бы сказал, не зависит даже от возраста. Слушай, а мне интересно вообще про твои корни. У тебя, получается, папа армянин, да? Ну, у меня с папиной стороны и с маминой тоже есть. Тоже есть, да? Да, тоже армянские корни. Дома вы какие-то традиции, я не знаю, соблюдали? Еда, какие-то застолья? Больше, наверное, это от дедушки идет. Вот вообще такое все связано с Арменией, это, в принципе, от дедушки. А Армения это что? Это вот для тебя какая первая ассоциация? Ну, помимо еды, ну, помимо вот еда, традиций. да? Что еще? Ну, я бы сказал, воспитание. Воспитание, наверное, тоже, да? Часть. Так, показываю, как разогревать долму. Блин. Давай, это просто смертельный номер. Кукинг метод такой сложной микроволновки я не видел еще. Когда ты стал себя вот как-то идентифицировать и связывать с Арменией внутренне? Ты много об этом пишешь, да, говоришь. Честно, наверное, лет с 18-20, вот не знаю, у меня как-то такое что-то армянское начало проявляться, наверное, не знаю. А много говорил об этом с родителями, как-то спрашивал, интересовался? Потому что откуда ты вообще эту информацию я говорю, больше узнавал? От дедушки. С дедушкой, да? От папы, моего папы. Где он живет сейчас? В Москве. В Москве, да? И вы постоянно он были... из Еревана. У него там до сих пор и друзья есть, и то есть дальние родственники тоже еще есть. Ты же был в Армении. Он постоянно хочет туда прилететь. Ты же был в Армении. Да, я был несколько раз. Мы ездили по разным местам, по деревням. Никто не знал, да, что я теннисист. И просто вот как принимают, вот это тепло, то есть вот это чувствуешь, не знаю, меня очень сильно удивило. Когда ты первый раз приехал? В каком году? Слушай, я первый раз еще был, когда мне было 14 лет. Мы как раз поехали с папой и с дедушкой. Первый раз в Ереван, у меня были турниры там до 16 лет, по-моему. И мы там поехали на 3 недели, и мне вот первый раз, когда показали Ереван, так скажем, с другой стороны, потому что там папу и дедушку везде, у нас каждый день были застолья у разных там знакомых, друзей, родственников, и просто мы целыми днями что делали, это ели просто вот. А потом приехали еще раз, по-моему, я приехал тоже как на соревнования. У нас было такое забавное соревнование «Московские армяне против ереванских». Да, там устроили, и мы сыграли, и потом... Это уже, в теннис вы играли? Да, тоже вот когда мне было 16, по-моему. И потом в следующий раз приехал, получается, в 21 году. Мы с Вероникой вот прям сделали такое прям путешествие, то есть мы проехались по всей Армении, вот у нас были прям несколько точек, и мы увидели это, ну, именно страну и все с другой стороны. Назови места, которые обязательно нужно посетить в Армении. Эчмиадзин, Татеф, Горный-Гера, Дилижан. У меня вот даже на заставке, ну, в WhatsApp у меня вот Хорверап, например, это тоже, кстати, вот, ну, на фоне Арарата, на фоне горы, то есть очень красивый монастырь. Будет выставочный матч, благотворительный, между Кареном и Андреем. Нет, стоять. Я сюда. Сейчас вас выведу, сейчас попрошу вас. Выведу. Tennis, NFL, this, that, you know. So we're honored that you're coming to Nisya Valley. Thank you.
Все бывает первый раз. Do you call him Orange John? No, I call him Camel. Or it also sometimes he likes to clothe himself in a shower Armenian warrior. I'm ready for anything that they can bring it on. I think the main point is to enjoy, and I hope you guys enjoy, and we do it for a good cause. Thank you. Здесь мяч. Contribution has made a significant impact, and we are incredibly grateful for your kindness, and thank you for making a difference. Homeneme Glenda, our executive board. Perfect. Спасибо вам огромное. Everyone has it. Everyone, just walk this way. Okay. Thank you. I see you. Come on, last few. Come on, do it. You're too nice in the back. Какой ты папа? Я добрый. Ты все покупаешь Давиду? Ну, можешь сказать ребенку нет? Вот он говорит, вот это хочу, вот это, вот это, вот это. У нас, знаешь как, у нас из-за того, что я очень много летаю, и получается, когда приезжает папа, это праздник. Угу. То есть, и я тоже, понятное дело, не могу, наверное, в чем-то отказать, потому что я понимаю, что меня долго не было, и мне хочется что-то сделать приятное. То есть поэтому Давид четко знает, кого можно прожать. Четко понимает. У нас это как, знаешь, песня WhatsApp, папа WhatsApp и FaceTime. Ну, да, в большинстве случаев. Когда ты приезжаешь домой, это космос для ребенка? Ну, надеюсь. Ну, ты же видишь по глазам, мне кажется, это ни с чем не спорит. Ну, конечно, нет, почти 2 ему было. Вот я играл Олимпиаду. Он даже вот с Вероникой сидели, они были в Барселоне, по-моему, в тот момент. Смотрел, он там к экрану подходил. То есть он уже, он уже осознавал, то, что это я играю, и папа играет. То есть, это было, очень так трогательно. Ты в Мадриде ему даже трофей. Ну, это уже было в том году, ему уже было почти 4, получается, да. Это было очень осознанно, мне кажется. Да. То есть он... Не, он сам хотел. Он мне сейчас даже каждый раз, когда мы что-то разговариваем, он мне говорит, папа, желаю удачи, я хочу, чтобы ты привез кубок. Но он понимает, какого уровня, да, ты теннисист? Я думаю, нет. Еще нет? Вообще нет. А тебе было бы важно, чтобы он как бы осознал, что папа там в топе? Да нет, я бы хотел, может быть, чтобы сейчас он постепенно становится старше, Микаэль тоже будет старше, чтобы они, приезжали, может быть, на какие-то турниры, сидели, смотрели, как, в принципе, это было у Новака, у Федерера, то есть, все равно в каком-то возрасте, когда ты уже, наверное, осознаешь и понимаешь, что это там, играет, то есть не просто там, что там мячики летают, и ты там хлопаешь, то есть, что все равно это было, наверное, более осознанно, и, конечно, я хотел бы, чтобы они с Вероникой вместе меня поддерживали в боксе. У вас есть с Вероникой идея фикс сделать из детей теннисистов? Почему спрашиваю? Надаль сказал, что ни в коем случае никакого тенниса нет. Я бы хотел, наверное, в глубине, так скажем, души, наверное, чтобы спортом занимались. А дальше уже профессионально или нет, или каким, это уже
поживем, увидим. Как тебя поменяло родительство, отцовство? Потому что я понимаю, что это очень влияет на женщину, и понимаю, как влияет на женщину. Интересно, как на тебя? Ну, я бы сказал, больше всего, наверное, стал ответственным. То есть я понимаю, что, во-первых, я хочу быть хорошим примером для своих детей, да, для сыновей. Там вредные привычки мне надо уже потихоньку убирать, например, там, не знаю, телефон, не знаю, там с утра вот взял, да, на автомате смотришь, и он же запоминает, он тоже, а почему мне нельзя телефон брать? Ну, то есть, а это, в принципе, ну, сладкое, например, там, да, вот там, не знаю, чипсы лишний раз, о, папа ест чипсы, я тоже хочу чипсы. Там, ну, то есть, такие какие-то вещи, ты понимаешь, что ребенок все впитывает, как губка, и, то есть, ты должен больше показывать еще пример, и, в принципе, ну, вот эта ответственность, наверное, которую ты несешь уже не только за себя, но и за детей, то есть, вообще их поставить на ноги, вырастить, то есть это вообще колоссально. Я просто сейчас понимаю постепенно, это колоссальный труд, который, в принципе, у нас так вот, наверное, к счастью, и было как бы, наверное, распределено, я не знаю, как правильно это сказать, наверное, с Вероникой, и она, в принципе, ну, меня полностью поддерживает, и, в принципе, правда, дети в основном на ней. Ну, то есть, потому что я в основном путешествую, езжу. Ну, нет, путешествую неправильно. Если бы я путешествовал, я думаю, было бы не так, да. Но, по работе путешествую, так скажем. Вот. И, ну, то есть, все обязанности и вообще, то есть, воспитание, ну, в основном на ней. То есть, и вот то время за весь год, который я провожу дома, то есть, ну, я могу какую-то лепту внести, так скажем. А так, в основном, это, ну, это правда, это большой труд. Ты же не можешь себя, вот знаешь, прям брать вот в какие-то ежовые рукавицы, и все, и прям «Здравствуйте, Вероника, как прошел у вас вечер? Здравствуйте, Карен, все было прекрасно». Не так банально, наверное, воспринимать какие-то вещи. Ты можешь начинать какие-то вещи с мелочей. То есть, ну и опять же, зависит все от ребенка, от характера ребенка. Все дети разные. Ну, Давид, говорят, ураган. Он ураган, да. Он, ну, реально мой характер. Ну, расскажи немножко. Ну, и вот да? Единственный, наверное, минус, который... У тебя есть это упрямство? Это упрямость, да. Мы нашли минус Карен Дихачанова. Единственное, наверное, их много, но не, это правда. Вот я очень упрямый. То есть в каких-то вещах, если я считаю, что я прав, то я буду до конца стоять, даже если уже все знают, и я знаю, что я не прав, я постараюсь это как-то доказать, наверное. Ну вот, и он, правда, иногда я смотрю, это как будто я вот в зеркало смотрю, такой же упрямый, как и я. И иногда в каких-то случаях это забавно у нас с ним беседа происходит. До того, как я стала мамой, я воспринимала там родительскую любовь как должное. Ну, как бы, а как меня не любить? Сейчас я понимаю, через что прошли мои мама с папой, и я немножко в шоке просто, как им это удалось. Мне кажется, это все осознают, наверное, когда у них появляются свои дети. Что какой-то это колоссальный труд, путь, вот именно там, не только даже воспитание, а просто вот от рождения, да, вот эти вот этапы, через которые там проходят, то есть там и потом тинейджеры, и там, ну, определенный возраст, ты такой, как вы это смогли сделать, то есть, ну, ты это понимаешь, и я думаю, что, конечно, наверное, благодарность вот, ну, родителям за то, что воспитали, вырастили. Считаю, что я там реализовался, да, в какой-то степени. Ну, я им, правда, очень благодарен, да, за все. И как тебе удалось сохранить такие теплые отношения с мамой? Я с ней виделась в Санкт-Петербурге, когда ты, получается, играл там выставочный матч. И удивительно, потому что в теннисе мы часто знаем истории, когда теннисисты, игроки с родителями, к сожалению, прям расстаются и вообще не общаются. Ну, у меня априори как может быть иначе? Я говорил, что одни из самых, наверное, важных жизненных ценностей – это, ну, семья. И Вероника у меня также, жена также. То есть у нас, в принципе, я очень рад, что семьи и дружат, и мы вот все большая семья. Я это всегда, в принципе, хотел, чтобы так было. И если говорить про мои отношения с мамой, с папой, то есть, ну, я просто не вижу, как это может быть иначе. Правда. Последний вопрос. Теннис – одинокий вид спорта? Да. Ну, одинокий в каком плане? То, что ты на корте один. Иногда, когда ты себя не очень чувствуешь, ты один. И ты это все ощущаешь сам на себе. Но при этом ты понимаешь, что ты на корте один, но за пределами у тебя команда, у тебя семья, которые тебя все время там за тебя горой, так скажем, стоят и поддерживают. И, ну, это
понятное дело, помогает, и дополнительную энергию и поддержку ты получаешь от этого. Это круто. Карен, спасибо. Карен очень качественно разомлел, да, ну прям топ. Серьезно сейчас или шутки? Не, правда вкусно, да. Еще меня много чего не спросила? Да. Мы же не режем. Половину вы не возьмете, да, то, что я сказал? Что я хотел спросить, она же твой первый тренер? Да. Тебе было 3, мне было Какой коуч? 33. Фотография совместная. Где ты вот такой, единственная фотка, на которой я выше, чем ты. Потому что я тебе плечики подбрасывала. С Анной Юрьевной или с Еленой Михайловной? С Еленой Михайловной. Где процент? Да хоть камеру, убери камеру, пожалуйста.